Что мы с вами в детстве из времяпрепровождения любили не меньше, чем видеоигры, так это мультфильмы. Ярчайший пример – «Король Лев», шедевр диснеевской мультипликации 90-х годов. В те времена, когда Россия уже начала быть Россией, нам с вами довелось увидеть огромное множество замечательных анимационных фильмов, как полнометражных, так и многосерийных. И те, кто смотрел их у себя дома на видео, уютно усевшись на диванчик, и, конечно, помнят этот голос. Тот день, когда мы появляемся на планете, когда мы первый раз, прищурившись, вступаем в лучи солнца. Это Андрей Гаврилов. Сколько фильмов и мультфильмов мы видели в его переводе, и сколько было других, не менее известных голосов нашего отечественного видео. Да, и как вы любили это все пересматривать снова и снова, не правда ли? По региональным каналам то и дело, каждый день показывали кучу мультиков, прокручивая десятки раз одних и тех же пиратских видеокассет. «Короля Льва», например, у нас в Ростове показывали каждый день по 32 каналу в 3 часа дня, обычно вместе с Тинетунами. Показывали «Аладдина», и «Русалочку», и «Чип и Дейл», и еще массу всего. И так классно это все было. Да. Но у нас сегодня речь, как вы понимаете, пойдет не об этом. Вернее, не совсем об этом. Ведь у наших Хроник и Дэнди. А что объединяло в те времена мультфильмы вроде «Короля Льва» и 8-битную приставку от Nintendo? Совершенно верно. Это выходившие на ней игры, сделанные по мотивам этих самых мультфильмов. И сегодня я бы хотел рассказать вам об играх на Денди, созданных по мотивам двух мультфильмов студии Disney. Это тот самый «Король Лев» 1994 года выпуска и мультфильм «Аладдин», вышедший на экраны за 2 года до него. Основная особенность игр, воплотивших на 8-битном экране 2 этих замечательных фильма, состоит в том, что их у нас не было. Официально. Конечно, официально из игр вообще ничего не было, но тут все еще серьезней. А дело в том, что те самые «Аладдин» и «Король Лев», которые мы все с вами играли на нашей приставочке Денди, на самом деле были сугубо пиратскими продуктами. То есть играми либо произведенными самими пиратами, либо нелегально портированными ими из других игровых систем, как, например, Sega Mega Drive или Super Nintendo. Нам с вами эти игры, естественно, преподносились как лицензионные, и мы, конечно, считали, что и миллионы игроков во всем мире тоже играют в эти же самые игры на своих приставках. И тот факт, что, например, «Король Лев», который я играл половину своего детства, на самом деле является начисто содранным пиратами сеговской версией и не имеет ничего общего с тем «Королем Львом», который был выпущен на NES официально, вот этого представить себе не мог ни один российский дендивец. Картридж с игрой Lion King для Денди появился на российских прилавках примерно в самой середине 90-х. Детвора тогда уже вовсю фанатела от этого мультфильма, жадно высматривая его на видео и в телеэфире, наряду с анимационным клипом Элтона Джона. Обладатели 16-битной приставки Sega Mega Drive уже заигрывались в одноименную игру, а бравые дендивцы только грезили о ней, глядя на обзоры в новой реальности. И вот однажды момент настал, и на Денди наконец появился заветный картридж под названием «Король Лев». Чего никогда не подумаешь, тем более в то время, глядя на первый уровень игры, это того, что она на самом деле пиратская. На удивление, качественно выполненная графика и прорисовка бэкграундов радуют глаз уже с первых секунд. Хотя такое приятное обилие цвета, конечно, мало что давало тем, кто играл в нее в черно-белых тонах, как, например, я. Но тем не менее. Маленький Симба бегает по Прайдленду и сразу же дает понять игроку, что он очень подвижен и прыгуч, и что управление им явно идет в пример всем остальным пиратским играм, ибо оно практически лишено присущей заторможенности. Те, кто играл версию на Мегадрайве, конечно, мне скажут, что это не так, но для примера пиратского порта на фоне других 8-битных игр, согласитесь, ситуация явно нетипичная. Из арсенала у Симбы имеется так называемый рык, который он так усердно тренировал в мультфильме, а также способность сворачиваться в клубок и тем самым атаковать некоторых врагов.
Пополнение жизненных сил здесь происходит путем пожирания всяких букашек и жучков, к чему Симбу, как мы помним, приучили Тимон и Пумба. Но на то, что на данный момент по сюжету он их еще не встретил, мы не будем обращать большого внимания. Как, впрочем, и на то, что Симба оказывается практически одного роста с гиеной, с которой он бьется в конце первого уровня. В плане сложности битва с ней не составит большого труда, и после 2 нанесенных ударов она откинет копыта. Ну или что там у нее вместо них. Второй уровень, имеющий заголовок «Не могу дождаться, чтобы стать королем», взамен простой аркады первого, представляет собой некую смесь платформера, скроллера и даже немного пазла. Платформер, потому что нужно то и дело прыгать по головам жирафов, бегемотов и носорогов. Скроллер, поскольку предстоит покататься верхом на страусе. А элемент пазла, если можно так выразиться, заключается в необходимости решения небольшой головоломкой с обезьянами, чтобы проложить себе путь до конечной отметки. По сравнению с первым уровнем, игра, к сожалению, несколько теряет в плане графики. Сказывается практически полное отсутствие бэкграунда, а угложопые носороги и квадратоносые бегемоты смотрятся с этим как-то не очень. Зато обезьяны хвостами дергают, а это уже кое-что. Когда они швыряют Симбу по локации, это хоть и выглядит несколько прямолинейно, но на геймплее особо не отражается. То ли дело, когда начнется первая гонка на страусе. Вместе с ней начнется и первая жопа. Посмотрите на это. Я, конечно, понимаю, что нам здесь подсказывают указатели, где и как нужно прыгать, но неужели так трудно было отодвинуть страуса в левую часть экрана, а не ставить его в середину, чтобы нифига не было видно, что находится перед ним? Это, знаете, как в игре Battletoads на турботуннеле вы будете торчать только в правой части экрана и пытаться обижать столбы и перепрыгивать ямы. На первой гонке, имея подсказки, это еще куда не шло. Но на второй, которая, во-первых, длиннее, а во-вторых, без каких-либо указателей, это издевательство чистой воды. Единственное, что помогает пройти это место, это осознание того, что на протяжении всей беготни вам ни разу не придется пригибаться, в отличие от 16-битной версии игры. И можно хоть все время прыгать двойным прыжком, но, блин, находясь в середине экрана, далеко не всегда удается точно вычислить момент для этого самого прыжка. Ну да ладно. Проехавшись на страусе и решив несложную задачку с розовыми обезьянами, второй уровень подойдет к концу и начнется следующий, которым окажется уровень Акуна Матата. Дендивцам в 90-х годах это вряд ли бы показалось странным, но 16-битники тут же всполошились бы. А где же кладбище слонов? Где взбесившееся стадо? И где, черт побери, уровень изгнания? Увы. Эти 3 этапа, имеющиеся в 16-битной игре, остались за кадром 8-битной версии по неизвестным мне причинам. Уровень Акуна Матата по составляющей практически полностью повторяет первый, где от вас требуется также прыгать по платформам и расправляться со всякой мелкой живностью. Только в конце, вместо битвы с боссом, Симбе предстоит подняться вверх по водопаду, прыгая по медленно сползающим вниз бревнам. И если на 16-битных версиях этих бревен навалом, то тут заставить их появиться — это целая наука. Да, привет реплоиду. Вы добегаете до подножия водопада и ждете, пока появятся бревна. А их нет. Вы можете прыгать и метаться с платформы на платформу, а их все равно нет. И тут вы уже начинаете думать, что либо вас поимели, либо вы чего-то не знаете. Могу вас успокоить, сказав, что в данном случае второе. Да только знать-то особо нечего, так как решение этой проблемы не укладывается в рамки простой логики. Чтобы заставить бревна появиться на воде, вам нужно пропрыгать по нескольким платформам влево, до тех пор, пока Симба не уткнется носом в стену, а затем вернуться обратно, и тогда вы их увидите. Какая здесь связь, одним пиратам известно, да только это еще не все, потому что взобраться по ним — это тоже отдельная история. На середине пути наступает момент, когда бревна вдруг заканчиваются. И единственный способ выжить здесь — это беспрерывно прыгать на одном месте, пока они вновь не появятся. Но, блин, это тоже еще не все. Если вы будете слишком быстро прыгать по бревнам наверх, может произойти... Его прибило не успевшим отодвинуться краем экрана. Как видите, этот водопад полон сюрпризов. И как только вы его преодолеете, тут же на экране в очередной раз появится Тимон и скажет, что Симба вернулся, что в свою очередь будет означать начало нового уровня. А Симба, как мы видим, уже повзрослел и вернулся в разоренный Прайдленд, где обитает полным-полно гиен.
В небольшом, не особо сложном лабиринте, который из себя представляет 4-й уровень, вам нужно будет лишь навалять нескольким из них и при этом не заблудиться. Несмотря на то, что львенок вырос и получил возможность драться когтями, атаковать врагов по-прежнему можно, прыгаем на голову. И стоит отметить, что это гораздо эффективнее. Никаких особых сюрпризов этот уровень себе не несет, а вот последний 5-й под названием Pride Rock, скала Прайда, заставит подрочить джойстик как следует, так как здесь наконец появится злейший враг Симбы, его дядя Шрам. При портировании игры на Денди он, к сожалению, лишился своей индивидуальной внешности и позаимствовал спрайты у Симбы, ограничившись их небольшим затемнением. В любом случае, цель 5-го уровня, как, впрочем, и всей игры, в том, чтобы догнать его и сбросить со скалы, забраться по которой вам мешают те же гиены и огненные следы, оставляемые молнией. Этот уровень тоже напоминает первый, но, естественно, он посложнее. Не только потому, что надо постоянно драться с гиенами и опасаться появления огня у вас под ногами, но еще и потому, что надо всюду цепляться за отвесные камни, что иногда просто выбешивает, не говоря уже о стычках со Шрамом. Не, ну посмотрите на это. Я со всей ответственностью заявляю, что зацепиться за эти 2 последних уступа невозможно. Соответственно, исход тоже, жука тоже. Я промудохался с этим 10 лет, я пробовал даже на эмуляторе с сейвами, ни хрена. Эта букашка вас просто дразнит. Как помните похожий момент в игре Malon Secrets Castle? Ты хочешь этого жучка, хочешь этого жучка. Ну и ходи дальше, дебил. Несмотря на то, что уровень разделен на 3 битвы со Шрамом, чекпоинтов здесь нет. И если вы доберетесь до вершины скалы и проиграете ему в последней битве, вам придется начинать сначала. На первый взгляд, сложность прыжков по уступам вкупе с надоедливыми гиенами и вездесущим Шрамом создают впечатление очень сложной концовки игры. Но должен сказать, что в этом плане на самом деле все сбалансировано достаточно неплохо. К тому же в некоторых местах путь можно и сократить. И большим подспорьем прохождению последнего уровня служит множество разбросанных по всей игре дополнительных жизней и континью. Так что если не разбазаривать их на первой половине игры, то их несомненно хватит вам на вторую. Тем более, что на 1 и 4 этапах жизни можно будет обменять на континью и собрать максимальное их количество. Сбросить Шрама со скалы, конечно, удовольствие из наиприятнейших. И все, что для этого требуется, постоянно нажать на кнопку B, швыряя его направо и налево до тех пор, пока однажды он не улетит в пропасть. А имея в активе кнопку Turbo B, это вообще не составит никакого труда. И вот в итоге коварный Шрам повержен, Симба отвоевал свое королевство, и мы видим финальную заставку, где он предстает во всей красе и величии. В целом, игра Король Лев, выпущенная на Денди компанией Super Game, выглядит весьма достойной экранизацией знаменитого мультфильма, даже несмотря на то, что она является пиратским продуктом. Но ведь мы в 90-х годах даже понятия не имели о том, что она пиратская. Даже вообще, что игры делятся на пиратские и официальные. Для нас все было едино, будь то Super Mario 8 или Черный плащ. Поэтому, когда у меня спустя несколько лет появился доступ в интернет, и я решил найти эту игру на эмуляторе, вы не представляете, насколько я был удивлен тем, что скачанная мной игра Lion King для приставки NES оказалась совсем не той, в которую я играл все эти годы, а той, в которую играл, не было вообще ни на одном сайте. Задавшись вопросом, как это так, я начал искать информацию на форумах. И вскоре выяснил, что версия от Super Game на самом деле была не лицензионной, а та, которая лежит на каждом моем ресурсе, как раз и была самая, что и на есть оригинальная игра, выпущенная на Nintendo меньше, чем через год после выхода мультфильма. И поэтому я подумал, что если уж пиратская версия была весьма прикольной, то оригинальная должна просто сжечь напалмом. Итак, вот она, та самая настоящая игра Король Лев для 8-битной приставки Nintendo, которая никогда не встречалась на пиратских картриджах. Но теперь и у нас, наконец, есть возможность в нее поиграть. Поиграть в настоящую игру, а не бог весть какую пиратскую. Посмотрите и возрадуйтесь, как она сосет. Это первый уровень Pride Lands, лицензионной игры Король Лев, но... Что это за отстойная графика?
Что это за фон? Все какое-то маленькое. Симбу вообще с трудом можно рассмотреть. Зато жуки, которыми он питается, тут больше его самого. Это круто. Слушайте, это точно лицензионная игра? Если да, то какого хрена она выглядит еще дерьмовее, чем пиратская? Лицензионная игра выглядит еще дерьмовее, чем пиратская. Как такое может быть? Ладно, эта версия была разработана компанией Virgin в 1994 году, но выпущена на картриджах для NES только в середине 95-го. Таким образом, она является одной из самых последних игр, выпущенных на этой 8-битной приставке. Но выглядит она прям как одна из первых. Причем выходила она только в Европе, и судя по этому, американцам и японцам она просто нафиг не нужна была. Мы же с вами играли в пиратскую версию, а отстойными, как правило, считаются именно пиратские игры. Но вы посмотрите на них. Если бы вы не знали, какая из них какая, глядя на эту картинку, какую бы вы сочли за пиратскую? Я не понимаю, как могло получиться, что в официальной версии Симба даже толком не похож на самого себя. Что гиены какого-то хрена все оранжевые, что вместо фона на локации два больших черных пятна, в то время как в версии, портированной пиратами, все выглядит куда более похоже на то, что мы видели в мультфильме. Почему эту игру не могли нормально портировать сами разработчики? Что это вообще такое? Это только первый уровень, а вы посмотрите на второй. Вот как это вообще назвать? У меня язык не поворачивается назвать эту игру лицензионной. Это больше похоже на какую-то детскую книжку-раскраску, нежели на игру. Обратите внимание, даже в пиратской версии сделали так, что носороги жуют траву и качают головой. А в оригинальной, блин, разрабам жалко было спрайтов, и носороги тут стоят как громом прибитые. Даже когда подбрасывают Симбу вверх, все равно нифига не двигаются. И выглядит так, словно Симба насаживается прямо на рог носорога и взлетает вверх от боли в заднице, а не от того, что, по идее, носорог подбросил его своей головой. Однако, если в супергеймовской версии на втором уровне нельзя было нормально покататься на страусе, из-за того, что тот находится все время на середине экрана, то, может быть, здесь с этим дела обстоят лучше? Но это пи***. Ну неужели ни у кого мозгов не хватило отодвинуть его влево, люди? Почему надо обязательно все время прыгать наугад? Единственный положительный момент, что в отличие от другой версии, здесь это сделать проще из-за небольшой скорости. И к тому же всего единожды, так как после гонки и прыжков по хвостам носорогов, никакой головоломки с обезьянами вам решать не придется, а они сразу выкинут вас к концу уровня. И вот это к положительным моментам я уже отнести не могу, ибо разработчики просто все это повырезали неизвестно зачем. Слава богу, они хотя бы оставили те самые 3 уровня, которые потерялись в пиратской версии. Но уже первый из них, кладбище слонов, сразу забивает очередной гвоздь в крышку гроба графики этой игры. Эту страницу книжки-раскраски под названием «Король Лев» кто-то раскрасить явно забыл. Хотя кое-что все же успел, при этом изрядно покурив. Например, покрасить гиен в злосчастный оранжевый цвет, а стервятников в синий. Уровень бегущего стада в этой игре больше похож на прогулку, чем на паническое бегство. Кстати, еще и под музыку из первого уровня. А вот 5-й под названием «Изгнание» от первого вообще практически ничем не отличается. Разница только в том, что он чуть-чуть сложнее, так как помимо всяких ящериц и ежей, тут шастают гиены, летают стервятники и иногда с неба падают камни. Знаете, я догадывался в начале игры, что у разработчиков были не лады с фантазией, но тут это уже налицо. Когда начинается Акуна Матата, становится очевидно, что нелады были не только с фантазией, но и с физикой. Я бы хотел уточнить у художника, рисовавшего этот уровень, где он видел, чтобы вода висела в воздухе неподвижно? Если это водопад, то он должен падать, не правда ли? Даже у долбанутых китайцев хватило ума анимировать воду, вместо того, чтобы рисовать непонятные штрих-коды. В плане прохождения этот уровень не особо отличается от супергеймовской версии, за исключением того, что при подъеме по большому водопаду, помимо бревен, можно будет цепляться за отвесные скалы, опять же, просто висящие в воздухе. И того, что водопадом уровень не завершится, потому что в конце вас ожидает босс в лице огромной гориллы, кидающейся кокосами. Откуда она тут взялась, я не представляю, ибо в мультфильме такого персонажа сроду не было. Однако, несмотря на то, что в пиратском порте ее не было тоже, в 16-битных версиях игры она присутствует.
Так или иначе, победить ее здесь значительно проще, чем на 16-й битке. И все, что для этого требуется, прыгать на кокосы, которые в Симбу кидает горилла, после чего они будут отлетать обратно в нее. Как вы помните, Акуна Матата — это последний из уровней, преодолеваемых Симбой, будучи маленьким львенком. И с этого момента он должен вырасти и отвоевать свое королевство. И поэтому следующий уровень. Все, на что падают лучи солнца, это наше королевство. Это все? Симба навалял какой-то левой обезьяне и сразу резко стал королем. Как видите, это все. После того, как горилла повержена, начинаются финальные титры. Сначала я подумал, что это произошло из-за легкого уровня сложности. Как знаете, бывает в некоторых играх, когда ставишь на изи, несколько финальных уровней становятся недоступны. Так вот, в игре Король Лев есть 3 уровня сложности. Кап легкий, Принц средний и Кинг тяжелый, которые различаются между собой лишь количеством жизни и ударов врагам. И когда я поставил на Кинг, дошел до гориллы и завалил ее, угадайте, что я увидел? Тоже, мать его, самое. Вывод. В этой игре уровней, где Симба повзрослел, просто нет. Разрабы нафиг выкинули половину сюжета и завершили игру на середине. Они нарисовали ко всей игре просто отвратительную графику и выпустили все это официально на NES в 1995 году под названием «Король Лев». Принимая это все во внимание, напрашивается лишь один единственный вопрос. Каким хуем они могли так облажаться? Но ответ прост, и он заключен в самом названии этой игры. Lion King, Король Лев. Это шедевр мультипликации, хит 94 года, который собрал в прокате свыше $500 миллиарда и отхватил 2 Оскара и 3 Золотых Глобуса. Ну на кой черт выпускать через год после его выхода недоделанную, в жопу засранную и в сраку обосранную игру на приставке, которая отживает последние дни? Правильно! Чтобы срубить еще бабок, что Дисней пытался делать всеми возможными способами. Но как бы это ни было банально, есть еще одна причина отвратности этой игры. И она заключена здесь. Это оригинальный европейский картридж с игрой Король Лев, выпущенный в конце 1994 года для портативной игровой системы Game Boy от Nintendo. Через некоторое время игра вышла на Game Boy и в Америке, и очень неплохо раскупалась. Так вот, издала ее та же самая компания Dark Technologies, что издавала картриджи с Королем Львом на NES, но на Game Boy они выпустили ее за полгода до этого. И вот когда через полгода после старта продаж Короля Льва на ГБ им заказали версию на NES, они не придумали ничего умнее, как портировать на NES игру с Game Boy. То есть портировать ее отсюда сюда. И в результате, к несчастью, они не просто умудрились перенести игру с заведомо слабой системой. Они умудрились ее еще больше испоганить и в итоге не доделать вообще. Версия на Game Boy, в отличие от NES-овской, как вы, наверное, догадываетесь, содержала в себе полный сюжет мультфильма, уложенный в 9 разных уровней и логично завершающийся битвой Симбы со шрамом на скале Прайда. Помимо этого, она имела индивидуальные заставки перед началом каждого уровня, куда большее разнообразие музыкальных треков, сбалансированный геймплей и гораздо более улучшенную анимацию персонажей и самого Симбы, несмотря даже на ограничения в цвете. За примерами далеко ходить не надо, достаточно взглянуть хотя бы на 4-й уровень бегства от стада антилоп. Несмотря практически на одинаковую графику, что больше походит на сцену, когда Симба пытался спастись от обезумевшего стада? Версия на Game Boy? Или версия на NES? Если бы они просто грамотно перенесли игру с геймбоя, все могло бы быть лучше. И европейским геймерам не пришлось без пены у рта покупать в магазинах картридж на NES под названием «Король Лев», а потом сидеть дома и втыкать этот недоделанный трешак. Поэтому, к счастью, скажу я вам, нам так и не досталась в свое время эта игра.
И мы играли пусть и в пиратстве, но куда более приличный порт от компании Super Game. Об этом порте, кстати, в свое время написали несколько страниц в 36-м номере журнала «Великий дракон», последователи видеоаса Денди. Статья занимала 2 разворота журнала и содержала в себе описание полного прохождения игры, составленного по письмам читателей. Ничего особо нового и уникального в этой статье написано не было, но все же было упомянуто об одной интересной детали, с которой при прохождении игры в свое время сталкивались очень немногие, а именно описание пауэрапов, разбросанных на первом уровне. Каждый красно-желтый жук восстанавливает четверть жизненной энергии. Синий жук служит пропуском на бонус-этап. Какой еще бонус-этап? Гадал я, играя в эту игру в 90-х. В этой игре ведь нет никаких бонусов. Бонус-уровень есть в версии игры на геймбое, когда вы играете за Пунгу, ловящего жучков, которые ему бросает бегающий взад-вперед Тимон. Этот бонус есть и в официальной версии на NES, и на 16-битках тоже есть. Но на пиратском порте я его не встречал ни разу. В журнале написано, что синий жук является пропуском на бонус. Но когда вы берете этого самого жука, ничего не происходит. И после первого уровня вы прямиком попадаете на второй. На втором уровне тоже есть похожий жук, только зеленый. Но взяв его, опять-таки не происходит ровным счетом ничего. Так существует в этой игре скрытый бонус уровень или нет? Разгадка этой тайны пришла ко мне лишь спустя несколько лет, с появлением вот этого картриджа. Это оригинальный пиратский картридж с игрой Король Лев от Super Game. Да, и такое бывало, что даже среди пиратских картриджей попадались оригинальные экземпляры. Это так называемая первая копия игры, выпущенная самой компанией-производителем. Более того, данные экземпляры пираты выпускали еще и в специальных упаковочных боксах по типу фамикомовских, но до нас в таком виде они доходили очень и очень редко. Так вот, если включить в приставку эту копию игры и взять синего жука на первом уровне, вы услышите нехарактерный для этого звук. И когда вы победите гиену и уровень завершится, вместо Тимона вы увидите надпись «Бактос» и попадете на тот самый бонус-этап, где Пумба должен обожраться жуков. Как вы понимаете, таких оригинальных, с позволения сказать, экземпляров было выпущено ограниченное количество. И когда одни пираты начали пиратить игры у других и загонять на свои картриджи многоигровки, они хакнули эту игру по другой мапе, вследствие чего этот бонус-уровень оказался вырезан. И именно такие порезанные порты и составляли примерно 90% от всех версий супергеймовского Короля Льва, которые встречались на картриджах у нас в России. И на те оригинальные копии мало кому удавалось, так как даже на вид картриджи с первыми и последующими копиями ничем друг от друга не отличались. За исключением разве что указания на оригиналах логотипа Sugar Softtek, вероятно еще одного пиратского издателя. Однако ни те, ни другие копии не могли решить проблему озеленения некоторых экранов этой игры. Дело в том, что в большинстве случаев порт Короля Льва от Супергейма работал на наших приставках не совсем так, как должен был. Суть проблемы заключалась в том, что начальный экран, 4-й уровень и финальная заставка отображались на наших приставках с чересчур выраженным зеленым цветом. А на самом деле цветовая гамма там должна быть такой. Происходило это не столько из-за игры, сколько из-за конфигурации приставок, привезенных нам из Китая и т.д. Лишь на некоторых из них игра работала как надо, как, впрочем, и другие порты от Супергейма. Вот на этом Джуниоре, например, в игре озеленение присутствует, но не так сильно выражено. А на этом Джуниоре оно стоит на всю катушку. И в чем между ними разница, я лично не представляю. На оригинальном же Famicom пиратский порт работает прекрасно, только на 10 FPS быстрее, поскольку это NTSC. А вот из-за какой именно фигни на Денди идет переизбыток зеленого, я, к сожалению, точно не знаю. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать. Иди. Да отстань ты! Да прекращай, но оно им надо! Ладно, задолбал. Блин. Не хотел я вам об этом говорить. Но, видимо, придется.
Дело в том, что в этой охренительной книге пароли есть упоминание об игре Король Лев. И оно, конечно, выжигает карту Австралии на заднице. Так, Король Лев. Чтобы пройти этап, собирайте алмазы. Найденная лопата позволяет пройти на призовой этап. Что за бред? Какие алмазы? Какая лопата? О чем вообще речь? Lion King. И что такого?